Сегодня посмотрим на то, как автор прячет своих персонажей за масками, а вы попробуйте отгадать, кто под ними. Это четвертый выпуск короткоформатной программы «Урожай», где я рассказываю об экземплярах из своей коллекции, их авторах и о чем-то значимом лично для меня. Сегодня релиз в кавай эстетике, но не просто милый, а уродливо милый. Буса кавай. Но сначала об авторе. Это японский художник и скульптор Такуджи Хонда. Он пишет свое имя как T9G, потому что Q по-японски это девятка, Такуджи, то есть T9G. Стиль автора узнается мгновенно, так как почти в каждом релизе он использует кукольные на выкате глазки и оскалившуюся многозубую пасть. Наиболее популярный его персонаж Ранжеас, такой полудинозавр, полудракон. Такуджи делает его снова и снова в совершенно разных материалах и техниках. Кто же такой Ранжеас? По словам автора, это хранитель, тот, кто любит мир и животных. Монстр, но с человечностью под панцирем. Своих персонажей он характеризует как созданных противоречивыми, или, по его словам, многослойными. Жесткий и агрессивный снаружи, но с миролюбивым и нежным нутром — это монструозная эстетика, но с живым и мягким содержимым. Сбалансированная многоуровневая работа с включенными в нее недостатками и внутренним сторителлингом. И это очень перекликается с миром монстров Кассин Ланга, о котором мы уже разговаривали. Здесь та же философия, и неудивительно, что авторы в 2020, кажется, году выпустили коллаборацию Лабубу в костюме Ранжеаса. Такуджи намеренно избегает идеальности, избегает нарочитой милоты и не перегружает мимику персонажей, а пластику делает неровной и обаятельной. Таков его список принципов, практически художественная декларация. Но давайте перейдем к нашим сегодняшним героям. Это Катару и Чуфта, такие маленькие ребята. Два персонажа Такуджи, выпущенные компанией Medicom Toy в виде платформы Кубрик в 2007 году. А Кубрик — это модульная фигурка, состоящая из 9 частей, чем-то похожа на Лего. А что такое Ку, мы уже знаем, это девятка. Об этой платформе Medicom Toy в целом мы поговорим немного позже, в специальном, конечно же, выпуске. Катаро — это мальчик, играющий с маской. Он появляется в работах автора неоднократно. Вот он надевает свою маску. Ну а Чуфта — это такой странный грызун, который не появляется нигде больше, и такое ощущение, что сделан специально для этого релиза. У этих персонажей нет истории, нет бэкграунда, нет заложенной в них мифологии. Они рождаются из интереса автора делать героев, которые могут нести разные смыслы, и в зависимости от контекста быть чужим или своим одновременно. Так Катара снаружи округлый уволень, может надеть на себя маску, и тогда его образ изменится до неузнаваемости, и он превратится в отстраненное, чужое существо. Языком мифа это персонаж пограничья, и мальчик, и зверь одновременно. Возможно, маска ему нужна, чтобы стать своим для Чуфта, так как в этом образе они выглядят друзьями по бесчинствам и своими друг другу. Но как это работает? Сначала вы ловитесь на кукольные глазки, потом от них простраиваете контур и дальше достраиваете историю сами. Герои Такуджи не переигрывают лицом, их обаяние рождается из формы и пропорций, а не из гримасы. Видимо, костюмность монстра наделяет его истории даже без бэкграунда. Помните вдохновение Токусацу, о котором мы уже говорили? Этот подход, кукольные глаза, костюмность, недосказанность, работает и в масштабе фигурки, и в масштабе галерейной скульптуры. На примере Такуджи, который в том числе известен как и популярный галерейный автор, мы видим, что между простой фигуркой и современным искусством есть мост, а не только лишь пропасть. Он начинал с тиражных фигурок, а затем вывел персонажей в большие скульптуры, живопись и экспонируется в галерейном контексте таких пространств, как Хидари Зингаро, Kaikai Kiki, The Icon и других. А сколько масок носите вы? Это был четвертый выпуск программы «Урожай». Меня зовут Сергей Сафонов, и встретимся в следующих сериях, где я расскажу о других экземплярах своей коллекции и людях и компаниях, которые их создают.